Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, я вас приветствую. И это у нас с вами старинный цыганский пасьянс и таро-прогноз. У нас сегодня колода Чаромаркетти Таро снов, ну и карты цыганского старинного пасьянса, он у меня очень давно. И рандомные значения, вот что тут выпадет, никогда не знаешь. И я специально в нашем видео не ставлю сроков. Потому что у кого-то, ну, ближайшие дни, это у нас понятие такое немножко растяжимое. Ну и как и прогнозы, наверное. Кто-то пишет, нет, у меня быстро не решается какой-то вопрос. Кто-то наоборот из вас пишет, а у меня вообще за пару дней, или это у меня произошло. Кто-то напишет, а это вообще не про меня. Конечно, и такое может быть. Мы все разные. И хоть объединяет один знак зодиака, останемся реалистами. Ну и кроме того, хоть мы и живем под одним небом, но видим разные горизонты. Итак, давайте, что же там на ближайшие дни нам покажут карты цыганского старинного пасьянса. Пусть это будут приятные сюрпризы, а я, чтобы не останавливаться подробно, приглашаю вас на свой сайт прочитать гороскоп на сентябрь. Оставлю ссылку в описании под видео. Итак, смотрю я, смотрите и вы. С чем будут связаны события ближайшего будущего, ближайших дней? И больше на события как раз, пасьянс. Вот, кстати, сразу могу сказать. В нашем пасьянсе, кто смотрит давно, уже знает. Мы можем соединить карты в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Вижу, что высоковато. У вас совпадает Солнце. Выбор правильного направления. Скорее всего, все, чем вы будете в ближайшие дни заниматься. Берите дистанцию, ну, как минимум на пару шагов вперед. Нужно предвидеть, есть смысл этим заниматься или нет. Или задать себе вопрос, это будет служить моему прогрессу? Это может быть продолжено? Потому что выбор правильного направления – это и есть то, чем вы будете заниматься, что вы будете осуществлять или как вы будете жить в последующие 6-8 месяцев. Вот что-то такое очень важное. Но Солнце – это добрая энергия, это больше активности, жизненной силы. Может быть, вы и решитесь на что-то, долгое время думали, может так, а может эдак. Вот бывает же, правда, в некоторых вопросах быстро мы не можем принять решение. Но у кого-то из вас что-то подобное по личной жизни. Сердце, любовь, мои дорогие. И, кстати, у вас совпадает дорога. Дорога к сердцу. Может быть, это кто-то вашего сердца будет добиваться. Может быть, и вы кого-то будете добиваться. Но для кого-то из вас просто дорога. Может быть, в организации, в учреждении, согласование. Или вы будете планировать переезд. Или сам по себе уже он был спланирован. И где-то вот у вас вот-вот со дня на день, может быть, и произойдет. Но у каждого по-своему. Я допускаю, что это куда-то дорога и далеко. Смотрим дальше. Вот смотрите, мои дорогие весы. Если у кого-то из вас запланирован переезд действительно далеко, я имею в виду другая местность, это может быть не просто другой город, но это может быть другая страна, другая культура, другое вероисповедание, другой менталитет. Почему так говорю? А прописано в этом старинном пасьянсе, когда совпадает дорога и ключ. Это дорога далеко. И эти те значения, которые не буквально вот сейчас собрался и поехал куда-то. Солнце 6-8 месяцев. Вот вы можете определяться, вот знаете, как жизненный путь. Но у кого-то это будет с перемещением напрямую связано. Чему вы отдадите предпочтение? Чему или кому? Скажете нет, закройте дверь в прошлое. Но вам, как высшие силы, помогают. Ангел, мои дорогие. Это может быть и, ну, буквально, знаете как, помощь кого-то из людей, которые к вам относятся искренне хорошо, которые за вас болеют душой. Может быть и близкие, может быть и друзья. Я могу допустить, что иногда и на работе вот такая общность, да, или как
Алхимия между двумя людьми происходит, даже в дружбе. И вы можете как будто переживать цепи. Это когда, ну, может быть, и решимости не хватает, или это не есть что-то материальное или что-то конкретное. Это именно наша, вот как сердечная тяжесть, мы говорим, да? Когда какие-то события произошли, а осадочек остался. Или когда уже дело сделано, уже вроде как, говорят, после драки кулаками не машут. Тут у каждого по-своему. Вы можете и сожалеть о чем-то, и пытаться что-то вернуть. Но, знаете, у нас Солнце находится в Деве. Это критическое мышление и один момент. Не застрять в перфекционизме. Поэтому все то, что из прошлого, если оно уже не сложилось, как будто заново взять какой-то реванш или подумать, что вот я сейчас до совершенства что-то доведу, лучше не стоит. Тут Марс в вашем знаке как раз нас побуждает вот этот самый баланс держать в отношении самого себя. Но где-то и не замечтаться, но и не застрять в какой-то ненужной глубокой философии. И вот, может быть, вас как кто-то утешает, вдохновляет. Ладно, давайте посмотрим еще. Здесь и получение важных бумаг. Может быть, это вы будете готовить кто-то визу, подписание соглашений, контракты. У кого-то контракты по работе на долгий период времени. Вот, кстати, может быть и так. Или это какой-то брачный, может быть, контракт, почему нет? Но это важные бумаги. В основном, ну, чаще это именно бумага, потому что тут у нас с сургучной печатью, это не есть просто известие. Но в нашу цифровую эпоху это может быть и письмо на электронную почту. Это может быть, я допускаю, все же мы все разные. Звонок, СМС, может быть, и в мессенджерах вы пишете или какая-то переписка, вы что-то согласовываете. Но, в принципе, и есть взаимосвязь. Именно вот ваше уже будущее и как будто подготовка документов. Или определение с чем-то. Может быть, кто-то наоборот прежний гештальт закрывает, чтобы вот открылись эти самые пути и ничего вас не тянуло назад. Итак, смотрим, что у вас еще совпадает. Добрые карты, я должна сказать, причем такие энергии вот именно сбалансированные. Да, но главная тема, с чем-то придется окончательно определиться. Может быть, и придется что-то отпустить, потому что такие значения – это как переходный какой-то момент. Возможно, вам придется на что-то и решиться, мои дорогие. Может быть, пересмотреть некоторые свои позиции. Ага, вот смотрите, я все-таки прошляпила. У вас сердце и одновременно кольцо. Еще и при ключе. Это вы можете искать как ключи к конкретному человеку. Или человек какой-то объявится, будет искать ключи к вам. Это может быть, я допускаю, тут уже дело не в картах, а в астрологических транзитах. Правда, перейдите на сайт, прочитайте. Те события, которые, может быть, знаете, достигли своей кульминации, у кого-то потрясения, и они произошли с мая по август. У кого-то это потрясение было связано с действиями, да, или чьими-либо, или воздействием на нас, либо, может быть, и с бездействием какого-то человека, и вам пришлось выкарабкиваться из какой-то сложной ситуации. То есть тут у каждого плюс-минус что-то свое. Но теперь нам может вернуть ту ситуацию или того человека, или какую-то возможность пространства. Мы, если даже не возвращает нам ничего, то само по себе вот то, что состоялось с марта по август, мы вынуждены здесь как передумать, перерешать, принять какое-то одно правильное, ну, сделать выводы, да, вот или решение для того, чтобы идти дальше налегке, я имею в виду, чтобы нас ничто не тянуло назад. Может быть, и будут связаны и вопросы личной жизни, или когда вопросы сотрудничества, партнерства, вот это тоже может быть и дружба, искренняя какая-то. Я такое допускаю, почему нет? И это на далекий период жизни может быть. У кого-то даже и так. Но когда кольцо и сердце, если вы встречались или была какая-то дружба, вы можете точно так же теперь задуматься о том, чтобы оформить ваши отношения. Ну, по крайней мере, такие разговоры или мысли могут быть. Ладно, пойдем дальше. Ваше настроение, мои дорогие весы,
Со дня на день или в ближайшие дни. Каковы энергии для вас? Настроение весов в ближайшие дни. А ведь и правда, по шестерке кубков это добрая карта. Это общение с теми людьми, которых мы уже знали. Это и наши близкие. По этой карте может, правда, или вернуться человек, или вы можете пытаться кого-то вернуть. Но тут есть такой нюанс. Знаете, ведь во всем важен энергообмен. Может быть, даже это вы будете, к примеру, или кто-то в отношении вас будет пытаться вас вернуть, или вы кого-то. Но прошла дистанция времени, или все уже как будто расставлено, да, по местам. Вот если был сыгран последний аккорд, нет смысла возвращать что-то. Точнее, потеряешь время даже где-то так. Может быть, нам и приходится принять какое-то поражение. Вот прочитайте, правда, статью, потому что сентябрь, два направления. Первое, много работы. Ну и много бонусов в связи с этим. Но уязвимости. Вот это, наверное, основа основ для исцеления. Уязвимости – это то, как сгусток боли, который находится в нашей душе, о чем мы не расскажем никому. И нам это нужно преодолеть, потому что это, знаете, как какая-то заноза или камень преткновения, когда мы все время вольно или невольно упираемся в это. И пока мы не изменим, может быть, придется менять себя или наше даже мировоззрение, мироощущение, как минимум, да. Вот пока мы это не изменим, жизнь, она будет вот у нас как белка в колесе. Не будет каких-то вдохновляющих новых мотивов или нашего собственного какого-то настроения. Вот здесь, видимо, в зависимости от того, какая-то прежняя история, вот такое будет и настроение. Может быть, это не очень далекая история, все же мы все разные, но это как будто человек знакомый все же, и я допускаю иногда. Люди возвращаются, и когда есть энергообмен, когда не только вы хотите, а и противоположная сторона тоже, тогда мы можем достичь через дипломатию какой-то и ясности или построить взаимодействие на более искренней основе, ведь это карта искренности. Или иногда кто-то вас из близких может поддерживать. Вот такое допускаю. Но если мы спросили настроение, хорошее настроение будет, мои дорогие весы. Что прояснится? Дворец мечей. Это колода Чаромаркети Таро снов. Дворец мечей – это то место, где мы сейчас находимся. И мечи – это инстанции, мои дорогие, какие-то учреждения. Это и ваши задумки, безусловно, не без этого. Это могут быть чиновники, это могут быть юристы, адвокаты. Это вы можете искать какую-то информацию, потому что это сделать по какой-то причине для вас совершенно необходимо. Кто-то будет разбираться в отношениях, и это я тоже допускаю. Это, знаете, такая холодная, чистая среда, где нет эмоций вообще. И она именно способствует ясному мышлению. Вот мы спросили, что прояснится. Тут не просто что-то обыденное, не просто что-то в разрезе узком, одного-двух дней. Здесь на более глобальном уровне. Вот мне интересно, я делаю наш расклад специально на этой колоде, а сентябрьские энергии таковы, что ведь правда большинство из нас, как знаете, какую-то перезагрузку проходит. И связано это совершенно разными событиями, которые могут приходить и в ближайшие дни, но еще и те, которые произошли. Или вы ожидали, что это что-то состоится, а это по каким-то образом исчезло, испарилось. Ну, человек или какая-то возможность, вроде что-то сулила, а тоже куда-то исчезла. И мы могли или подзастрять в этом ожидании, или мы могли, ну, быть разочарованными. Вот теперь ясное мышление. Никаких эмоций – это эффективное восприятие. Поэтому это мы преодолеваем какие-то предубеждения наши. Опять же, меняется мироощущение. И, знаете, мы видим перспективу. Нет вот этих эмоциональных волн, которые вносят сумятицу, хаос. Может быть, вам и правда нужно многое для себя прояснить.
И, мои дорогие, у вас это получится. Мечи – это прообраз интеллекта. Есть то, что, может быть, не поддается логике в вашей жизни, а на уровне находится именно интеллекта или вашего подсознания. Будьте внимательны к своей душе. Что же еще прояснится? Дайте я еще одну карту. По части чего? Семерка жезлов – это всегда воздействие извне. Любая семерка, она, олицетворяет движение. И по части семерки жезлов, то есть движение или отсутствие такового. Но это как бы наша ответная реакция. Или наоборот, мы действуем, к примеру, когда выпадает семерка пентаклей, нам говорят о внешней какой-то ситуации, которая стоит на паузе или что-то задерживается. И тогда нам говорят, если это регламент, значит нужно подождать. Если это уже какие-то иллюзии или затянувшееся пустое ожидание, тогда пора действовать. То есть везде же прописаны как советы карты или наши действия, или что нам делать с этим, то здесь наоборот. По семерке жезлов это на вас. Вот вы можете что проясниться. Вот так вот холодно, беспристрастно. Вы можете всерьез задуматься о том, каков эквивалент моей помощи. Это вы кому-то помогали, и явно кто-то уже привык. Или когда на вас будут воздействовать разными способами, куда-то вас могут приглашать, заманивать буквально, тут вот именно заманивать, льстить. Потому что люди, вот эти 6 жезлов, 6 людей как минимум, которые пытаются воздействовать, чтобы вы с чем-то согласились и приняли свое участие. А карта нам говорит нет, сохраняй свой собственный дзен. И для вас это архиважно, мои дорогие весы. Вот этот баланс внутри вас самих. Вам нужно оттолкнуться, что для вас сейчас, по вашему мнению, хорошо. Что для вас будет прогрессом. Иначе есть риск опять по привычке, по старинке поступить так, как раньше. И вы снова будете в какую-то метаморфозу втянуты, а вам туда не надо. Поэтому держите пространство для маневра, чтобы вы могли как минимум отступить полшага назад или не выносить вердиктов, не говорить быстро кому-то «да» или «нет», а найти какое-то среднее арифметическое, может быть, и увернуться даже от того, чтобы красиво и элегантно отказаться. Вот тут дипломатия, она в высшей октаве, но в отношении вас самих. Пользуйтесь своей дипломатией. Вы могли долгий период времени вот эту дипломатию употреблять на благо кому-то или всеобщей гармонии. Нет, тут именно это касается вашей личности, вашего качества жизни, мои дорогие. Поэтому может быть ясное мышление и интеллект. И интуицию слушаем, иначе это, опять же, это не логика, это подсказки нашей души. И что такое интуиция? Это великолепный тандем из интеллекта и прежнего какого-то пережитого опыта, который мы уже не пропускаем через эмоции, мы оставляем как ситуацию и идем по ситуации, наблюдаем. Включайте змеиный режим. Хозяйка года вам напрямую дает такой совет. Мы знаем, она не действует быстро. Она притаилась, наблюдает, анализирует, делает выводы. Вот у вас, видимо, в ближайшие дни по максимуму для вас это будет благо. Ладно, давайте на ваши достижения, работу, документы. Вот смотрите, ты уже как прошел какой-то нелегкий путь. Когда выпадает туз жезлов, он условно делит на период до и после нашу жизнь. Вот мы шли, и вот мы как будто в эту точку пришли. Можно и время как бы нужно подводить итоги, мои дорогие. И нам идти вперед придется. И посмотрите, Чиро Маркетти изобразил и вулкан, и хамелеона. О чем нам хотят сказать? То, что мы столкнемся с разными людьми, и мы не можем их изменить. И если человек или люди пытались, наверное, сама по себе сущность человека такова, что он для себя всегда ищет какие-то бонусы. Или как бы можно было извернуться, или как бы это так вот решить попроще, или верит, может быть, там, я не знаю, в какие-то свои даже иллюзии и пытается их преподнести как какую-то догму. Тут ведь самые разные воздействия, но мы от этого не должны меняться. И людей-то мы менять, вот этих хамелеонов, тоже не должны. Мы не воспитатели им. Вот наша какая-то общность, коллектив или люди, с которыми нам приходится контактировать, мы их не меняем. Мы просто делаем выводы. И реально,
какой-то змеиный режим. И нужно быть готовым к тому, что люди будут говорить разное, менять свое мнение, а нам придется вперед идти. Более того, чуть дальше нам изображен вулкан, а это обстоятельства, внешние события. Есть то, чего мы еще пока не знаем. Поэтому нужно быть во всеоружии, быть готовым к неожиданностям. Но это ваша решимость, мои дорогие. Само по себе решение, решимость и первые шаги. Вот вы как в новом направлении действительно будете делать первые шаги. Это в отношении чего? Мне нравится, правда, две жезловые карты. Тут что-то вы, ну, у кого-то документы, у кого-то работа, у кого-то, даже если вы не работаете, это может быть вторичный заработок или вторичный заработок, вторичный доход. Даже работающие люди в силу разных причин будете продумывать, да. Может быть, менять свою стратегию, тактику по части экономии, я такое тоже могу, потому что жезлы, откуда к нам приходят деньги? Нам тут нужно держать баланс, мы уже с вами об этом говорили. Очень хитренько так улыбается паж жезлов. И пажи– это, когда мы учимся, и это всегда какие-то вестники. Правда, тут в деловой сфере, как я уже говорила, будет либо письмо, либо какое-то сообщение. И вам с этим придется взаимодействовать, что-то переиграть, изучить, или изучить вопрос, или перепроверить информацию. Вот, мои дорогие, настройтесь на такую тенденцию личная жизнь. И я не могу сказать, что вот вы, мои дорогие весы, как-то так настроены вот прямо бежать без оглядки в какие-то отношения, но все же любая карта имеет как минимум две медали, две стороны, много значений. Конечно, это кто-то захочет выйти из одиночества, потому что бессмысленно, или вы от этого устали. С другой стороны, это наоборот, кому-то захочется уединиться, потому что вы физически устали. Вот я такое могу допустить. Но по личной жизни это вам никто не мешает. В первую очередь эта карта будет говорить, что вы тут можете быть все равно на своей волне. И даже для тех, кто в паре, для тех, кто в каких-то отношениях, нам изображен знак Дева. А в этот период у нас Солнце в Деве. Критическое мышление. Критическое мышление, даже мы смотрим на отношения, на личную жизнь. Пусть это какая-то история двигалась, развивалась, как нам сказали, да, или наоборот стала на паузу. То есть вот тут у каждого что-то свое. И мы теперь, или нам даже кто-то обещает что-либо, а мы вот так с критическим мышлением переводим это в реальность. Что это для меня означает? Мы себе задаем вопросы. Зачем мне это нужно? И что это означает? И к чему это все идет? Мы именно реалистами становимся дважды. И где-то вот этот интеллект, критическое мышление, ну, вам помогает решить вопросы. Может быть, это у кого-то место пребывания. Ведь отшельник иногда перемещение куда-то далеко. Вот как мы говорили, переезд может быть куда-то или как жизненный путь. Отшельник идет налегке, поэтому у кого-то это будет связано, когда я вообще хочу абстрагироваться от дел, потому что я устал или устала. И вы будете искать место, спокойствие, уединение, чтобы привести банально мысли в порядок. Уставшие люди делают ошибки. Давайте мы достанем дополнительную карту. Это что-то надо обдумать или с чем это связано? У вас две карты, смотрите, как у вас интересно выпадает. У вас совпадает дворец монет. Более того, у вас еще дальше совпадает дворец кубков. Это дом наших эмоций, царство наших эмоций, погружение вот в эти эмоции. Вот, видимо, действительно, вы будете что-то продумывать рационально. Потому что если вот прежде были эмоции, то теперь вы их в рационализм переводите по отшельнику. Или что это есть, тот период, который я сейчас проживаю, чем это обусловлено, эмоциональным каким-то всплеском или к этому есть реальные перспективы. Может, это будет касаться ваших близких, ваших родственников или тех людей, с которыми вы имели прежде какие-то контакты, мои дорогие. Но есть тот момент, конечно, знаете, когда мы можем просто о чем-то вспоминать, можем и сожалеть, но все же Чаромаркете обе две карты, да, два дворца. Вы как будто в двух дворцах.
У вас ваш дом, ну, может так, или ваша жизнь в этот период может отдаленно напоминать, как и есть то, что связано с чувствами, но это нужно как бы и с интеллектом соотнести. И две карты холодная, холодная, спокойная обстановка. И это, знаете, как мы изучаем собственные эмоции. Как будто вот в этот период жизни это совершенно необходимо сделать. И мы понимаем, что эмоции – это соответствует нашему сознанию, а сознание – это великий шаблон. Интеллект – это не сознание. Сознание – это привычка. Мы понимаем, что, может быть, и некоторые отношения были некоторой привычкой в нашей жизни. А кто-то будет говорить: я уже привык к своему сольному варианту, к одиночеству. В зависимости от этого будут ваши принятые решения. Вот этот путь наверх, путь вперед, обустройство своей жизни, нового качества жизни. И именно туда и нужно вашу дипломатию. И вот если, кстати, паж жезлов, я сказала, хитро улыбается, какая-то задумка, цель есть, намерение, возможности, мои дорогие, вы их видите. Не говорите, что вы намереваетесь сделать. Храните где-то тайну. Это вам будет помогать. Ладно, финансы в ближайшие дни. Для весов. Финансовая энергия. Ну, правда, тут может быть связано с помощью близких, или вы кому-то помогаете, или вам кто-то оказывает содействие. По королю кубков есть всегда взаимообмен, мои дорогие. Есть и, может быть, поддержка финансовая, может быть, и ваша кому-то, ну, может быть, и вам тут как-то откликаются. Или вы пытаетесь отстроить какую-то совершенно стратегию, тактику с вашими домочадцами. Я этого не исключаю. Для кого-то дела дома, дела, знаете, вот именно на уровне чувств ваших отношений, каким-то образом тоже может быть связаны с финансами. Может быть, это и вы отчасти зависите от своего партнера. И вам нужно тогда нивелировать эту зависимость наверняка. Потому что независимость идет по аркану отшельника в первую очередь. Он не зависит ни от чужого мнения, ни от того, что думают люди. Он не зависит от лести, его невозможно купить на лесть. Вот он настолько, причем он ни с кем не спорит. Он мудрец, он философ. И точно так же на него невозможно повлиять какими-то, ну, может быть, и обидными словами. Ему никак, ему все равно. У него что-то свое, важное. Но, видимо, для вас в некотором смысле эти энергии будут необходимы, потому что явно эмоции от того, что будет прогрессом на последующие годы, на последующий период, как минимум 6-8 месяцев, вам точно, мои дорогие, нужно определить. Но если энергии по королю кубков, ну, все же больше эмоциональные, и вам придется разделять. Это единственный, тем не менее, персонаж в колоде, который умеет, так вот в общем, да, если мы рассматриваем энергии, не смешивать материализм и чувства. Там, где мы выявляем, проявляем свои чувства, это сфера именно любви и личных отношений. Но во всех остальных вопросах, где требуется где-то рационализм, холодная голова или материальный какой-то математический подсчет, не добавляй туда эмоций, иначе будет какая-то путаница или хаос. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние волшебные комментарии, за вашу спонсорскую поддержку моего творчества, моего канала. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.